Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в эту пятницу вечером вы на нашей волне. Это прямой эфир. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Андрей Владимирович, вы с нами? Я с вами. Здравствуйте, да. Ну, Судя по смотрите. всему, не все приветствуют трансляцию, судя по всему, майор щелкает рубильником. Да, друзья, ну в таких условиях, что поделать там? Свет, аккумуляторы, Украина на подсосе электрическом, и, знаете, ситуация только будет ухудшаться, поэтому сразу заблаговременно, да, всех вас как бы просим войти в положение, если что-то где-то, но, в общем, и интернет, и связь, но, тем не менее, мы очень оперативно рассмотрим сегодняшнюю ситуацию, то положение дел, в котором оказались и с политической, и с военно-политической, ну и, конечно, с переговорной точки зрения. Как всегда, QR-код возле меня – это возможность взять и написать чего-то на экран, канал поддержать. В клубе зрителей Шелеста есть возможность под анонсом оставить свой вопрос заблаговременно. Также заблаговременно, вот сегодня, вчера не было возможности, тоже там свои перипетии были с Ютубом, а сегодня есть в сообществе YouTube абсолютно открыто, на канале, в записях, переходите и, в общем, оставляйте вопрос. А так вопросы, конечно, в самом конце, в чате трансляции, и с него же, с этого чата начнем с голосования. Но прежде скажу, что всех приглашаю подписаться на канал Андрея Золотарева, тоже в таких же, как бы, военных условиях, и прямые эфиры, ответы на вопросы, и анализ текущей ситуации. В общем, переходите, интересуйтесь, ссылка в описании, как всегда, традиционно, не потеряйте. Начнем эфир с вот такого опроса. Согласились ли бы вы обменять Донбасс на деньги и долгосрочный мир? Ну вот, гипотетически, смотрите, мы сейчас разберем эту всю историю там уже там, вот это репарации от России. Давайте все по очереди. Ну вот есть такой эксперимент. Вам предлагают деньги и долгосрочный мир. Согласны отдать Донбасс или не согласны? Варианты. Да, сейчас это самое разумное. Нет, это мина замедленного действия. Надо спросить у гренландцев. Такой еще есть вариант. Ну или всего-то. А зачем война 4 года? В общем, такие 4 варианта, они, понятно, где-то пересекаются, где-то не пересекаются, они эмоциональные, они прагматичные, они разные, но, судя по всему, сегодня, вот в эти минуты, уже началось пару часов назад, и продолжается переговорная история США, Россия и Украина. И, как нам говорили вчера, по крайней мере, на Давосе, и Зеленский, и Витков позавчера, и, в общем, все нам говорят, что вот сейчас решают судьбу Донбасса. Поэтому такой опрос. Проголосуйте, в конце получим ваши данные. Андрей Владимирович, что думаете, не делают ли нам такую дымовую завесу? Дымовую завесу, что все вот сейчас вот Донбасс, а на самом деле решаются совершенно другие вещи. Я думаю, что все-таки все движется к финализации. Возможно, она быстрой не будет. Ну, когда-то лет 6 назад на берегах Персидского залива все завалилось. Ну, помните украинскую народную загадку: зашел президентом, вышел резидентом. Вот. И, судя по всему, вот на тех же берегах теплого Персидского залива все будет двигаться к вполне закономерному финалу. Учитывая состав делегации, ведь обратите внимание, кто у нас присутствует: и Игнатов, начальник генерального штаба, не только те люди, которые отвечают за политическую составляющую, и первый зам главы секретаря СНБО, и Поклад, а это рука и с той стороны, с российской стороны, мы видим представителей, судя по всему, войдет и Ушаков, военные, ФСБ и так далее. Это говорит о том, что будут обсуждать не только политику, но и технические детали, возможно, так называемую дорожную карту, как это будет имплементироваться. Судя по всему, в Давосе мы же видели я бы отметил, на фоне абсолютно скучного форума в Давосе, ну, стоило бы отметить, безусловно, Трамп оживил Гренландии, его выступление Карни, оно так знаковое, это, по сути, я бы его сравнил даже с фултоновской речью, но понятно, что сильно раскручивать не будут, но
Вот такая черта между старым и новым миром и Илон Маск. Ну, а Зеленский уже на десерт. Оп или не Как вы о Зеленском? Он так старался, у него такая речь была. Он там, говорили, у него там два варианта было речи, все зависело от того, как он с Трампом Он поговорит. вышел жесткой, поскольку Трамп поставил, судя по всему, а ведь ну, спорят там 20 минут или 40 минут Зеленский с Трампом встречался. Ну, согласитесь, что в течение даже 40, даже если бы это был час, такого рода переговоры не ведутся. За 40 минут можно выставить условия, поставить перед фактом, что, судя по всему, и было сделано. И, судя по всему, было категорическое пожелание, чтобы Зеленский публично поддержал Трампа в гренландском вопросе. И, собственно, вот отсюда и появился жесткий вариант речи, который выглядел как-то на фоне таких надежд на европейцев, на коалицию желающих и так далее. Уже, как говорится, слюни потекли на 90 миллиардов европейских денег, а тут тена. Ну, видимо, Владимир Александрович убедился в полной импотентности, несостоятельности, неспособности объединиться даже перед общей угрозой со стороны европейцев. Ну, а ему важно уже было не оказаться понятно, теплых чувств Трамп совершенно не питает к Зеленскому, но зарубиться сейчас с Трампом, ну, это было бы смерти подобно, учитывая этот поток коррупционных и прочих скандалов, которые уже, собственно, вот этот ручеек снова с Шурмой, с Бакановым и так далее. Это все, судя по всему, в случае пикирование с Трампом, оно приобрело бы такие уже мегаобороты в ближайшие дни, там, не недели, а дни. Поэтому Зеленский, я думаю, кивнул, сказал yes, а дальше, видимо, расчет на то, что все-таки удастся еще потянуть время, попетлять, в Абу-Даби попытаться переключить тему на энергетическое перемирие, но и уже там эксперты, позитивные блогеры и эксперты говорят о том, что Зеленский не дал согласия на вывод войск, украинских войск из Донбасса, но кто нас спрашивает в этой ситуации? По-моему, как я и говорил ранее, нас будут вот эти вот в рамки анкориджа, в рамки этих договоренностей, если, как говорится, не зайдем сами, нас коленом туда втолкнут. Ну, а инструменты уже мы видим, какие. Кстати, мало кто обратил внимание на после такой пламенной речи Зеленского, там же было вот это вот общение на панели, да, с ведущим. И там вот это вот очень такой интересный пассаж был, там много было интересного. И то, что там вам уже пора в Киев, давайте, проваливайте, как бы приходите, будем рады вас не видеть никогда. Вот такой как бы момент, это все отметили. А он говорит, что со мной неинтересно? Ну, по большому-то счету и неинтересно, понимаете? Потому что рассказывать о том, что мы, конечно, за то, что мы за мир, но мы хотим убивать 50 тысяч россиян, и там давай считать, сколько убивали в одном месяце, сколько в другом, на экономическом форуме, понимаете? Ну, как бы аудитория там такая какая-то вот, ну, Давос и есть Давос. Они все равно хлопают стоя, купают его в овациях, и Зеленскому кажется, что он говорит что-то путнее. Но тут же другой интересный нюанс. Он там говорил, ну такая оговорка была о контактной линии. Его спросили о границах, а он говорит, контактная линия. В общем, это нам немножко приоткрывает завесу сегодняшнего сепаратного, так сказать, ну или это не сепаратный, это прямой, да, то есть прямой слив Донбасса, потому что русские четко сказали, значит, из российской стороны последовало два месседжа. Месседж первый от Пескова сегодня после обеда говорит, Донбасс – это вот принципиально важное условие. Вывод войск. Все. А второй месседж, что, значит, переговоры будут в закрытом режиме, никакой прессы. Вот первые контакты. Ребята, извините, никаких комментариев. Потом будут второй раунд, скорее всего, вторая сессия. В общем, посмотрим, как это все будет организовано. Пока, правда, никаких оттуда нет данных. Там попытались Sky News, ну, видимо, они приехали, да, на точку сборки этих переговоров и попытались сказать, что переговоры в неформальном ключе начались. Нет. Вот смотрите, тут не будет неформальных переговоров, тут будут конкретные переговоры. То есть здесь четко... И не спорю, и это как раз вот отсутствие вот этой пиар-флера, это как раз первый один из признаков того, что разговор пойдет по сути и по существу.
Да, возможно, будут пытаться, опять же, петлять, переключать, но сам формат не предполагает. Очевидно, украинская сторона поставлена перед неизбежным. То есть такой формат, увы. Как вы оцениваете цену вопроса? 800 миллиардов. Ну, Сегодня Орбан проехался по этой истории достаточно ярко, четко, говорит, 100 лет венгры не дадут вам вступить в ЕС, ну, как бы пошли вон. Ну, а что еще, вот смотрите, тоже так интересно, а что еще мы хотели от Орбана после вчерашнего позорища, которое устроил Зеленский, о том, что Виктор живет на европейские деньги, хорошо себя чувствует в Москве. Ну, кто бы говорил, кто живет на европейские деньги, учитывая то, Орбан что красиво ответил, но мы от него узнали вот эти 800 миллиардов и как бы цену вопроса, цена Украины. ну, с Орбаном мне все понятно, это вполне прагматичная позиция, учитывая довольно такое интересное географическое положение Венгрии. Да, можно согласиться с тем, что не имея выходов к морю, к морской логистике в Венгрии, проблемы с поставкой энергоносителей. И, Орбан, получая российские энергоносители с хорошим дисконтом, в то же время получает и трансферты из Брюсселя. Ну, вполне разумно. Разумно теля двух маток сосе. Вот в духе украинской народной мудрости. Но мы же в такой же ситуации. Извините, но у нас, посмотрите, бюджет. У нас расходная составляющая в 2 раза выше доходов бюджета. А остальное, вот этот дефицит в 47 миллиардов долларов планируется, более чем на 40% планируется за счет внешней помощи. Точно так же. Там же не только кредиты, но и гранты. Кстати, и вот насчет финансовой составляющей. МВФ вот всю неделю были пляски с бубном, там стебались с Кристалиной Георгиевой. Я представляю, как она становится на четвереньки, эта бабушка, и рычит по утрам. Ну, болгары дорычались, там, по-моему, уже и помидоров болгарских не встретишь в магазинах Польша, там, Нидерланды. Вот. Но МВФ при этом нам задрало еще и процентную ставку. 6% годовых. Как? Все дают под 1-2 входит в положение, а единственное, кому возвращаем сегодня не только проценты, но и тело кредита, это МВФ. И нам рассказывают о том, что МВФ требует отменить субсидии на, э, э, на коммунальные услуги, в том числе на энергетику. Ну, вот как всегда у нас. Национализация убытков при приватизации прибыли. Поэтому не удивлюсь, если по итогам этого года мы тут дважды два не сможешь с доходной частью, так как мы воевать собираемся. Ну, пока никаких признаков того, что сворачивается мобилизация. Ну, я с вами согласен. И вот министр Федоров рассказывает про 50 тысяч, назначает Стерненко советником по беспилотным летательным аппаратам. Ну, мы видели его. Пилотируемый аппарат Range Rover, бронированный за 300 тысяч долларов. Ну, нормально так подлатался мальчик. Ну, от мелких драгдилеров до советников президента, ну, а министр обороны от... А он вообще работал где-нибудь? Ну, а кто у нас работал из этих... Нет, вот смотрите, тут же, это, я понимаю, что это какая-то древняя история, и я еще из тех людей, которые помнят, что есть трудовая книжка, что надо идти ее понести в отдел кадров. Саша, главное двухнедельные курсы где-нибудь там в захолустном университете в Соединенных Штатах, как говорится, попасть в списки, ну, говоря бытовым языком, завербоваться и прилететь сюда вот в качестве... Ну, вот, то же самое делали в 19 веке и с туземцами, и в Индии. То есть, набирали отдельных представителей местной элиты, отправляли в Лондон, учили, а потом они приезжали рассказывать о том, как и жизнь хороша, и жить хорошо. Ну, особенно как говорится, когда тебя подкармливают, и ты еще и получаешь охранную грамоту, как и у нас. Ну, хоть одно дело
Понятно, что уже вот эти молодые люди со светлыми лицами не раз шквалились, но тем не менее, в отношении них работает охранная грамота. И Стерненко наглядный тому пример. Вот, поэтому неудивительно, что у нас много пафоса, и да, понятно, что вот этот грантоедский кооператив рукоплескал назначению Федорова, но с чего он начинал? Точно так же с продажи средств для похудения. То бишь с прохиндейства банального. Ну, не называю на языке Уголовного кодекса, как это называется, но все понятно. Но теперь будет осваивать средства на беспилотных Нет, летательных так аппаратах. важно здесь понять. Выгодно. Смотрите, Да. тут очень важный момент. Тут вы как... Это по вашей кафедре вопрос, по политтехнологической. Значит, мы видим череду, ну это просто, да, вот череда встреч Зеленского. Кубраков советник, Стерненко встретился, тоже советник министра. Значит, Притула подогрела его фронтовая Запорожская облгосадминистрация выделила денег, и он такой говорит: ой, спасибо. А люди в комментариях пишут: подожди, ну ты волонтер, собираешь с нас, обычных людей, деньги, чтобы помочь государству, а тут государство, это у них что, лишние деньги там в Запорожской области? То есть у него вот такая история. Непонятно, правда, чем Кулеба, скажем так, пригрет. Он с ним тоже встречался, Зеленский. Малюк тоже неясно, чем пригрет. А с ним тоже уже после потери должности главы СБУ встречался Зеленский. И еще кто-то вылетел из головы, тоже из эксов. Залужный. Ну, Залужный, понятно. Он тихонько сидит себе. Я работаю послом. Да, там, я там открываю центры, печатать документы, подавать на паспорта в Лондоне. То есть, смотрите, есть теория, что всех Зеленский замазывает собой. Вот всех замазывает. А людям некуда деваться. Они вроде как такие все патриоты, такие все оппозиционеры, но соглашаются. И у нас сейчас в итоге получается в момент, если опять это предположение, мы не знаем. Я даже не знаю, как, вот знаете, строить разговор, потому что, ну, это 111-е, да, то, что сейчас происходит в Абу-Даби. Ну, давайте так. Людей за меньшее хватали и в кутузке держали. Саша, основная ошибка в том, что у нас нет никакого, у нас государство какое угодно, но не правовое. Один из принципов права – это равенство всех перед законом. Но это не про Украину. В неофеодальном обществе, где существует ясновельможная шляхта, которая живет не по законам, а по своим каким-то понятиям, свои понятия и принципы у панов и подпанков, ну а всем остальным гличкосеям и свинопасам закон. Поэтому и то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку и быкам. Вот, в нашем случае. Поэтому то, что у нас, да, можно присесть за неосторожный пост в социальной сети, вот, дают обычно, если идешь на сделку со следствием, если признаешь вину, условно. Если пытаешься доказать, что тут ничего не, лингвистическая экспертиза найдет там признаки выправдовывания российской агрессии и так далее, это дело техники. И сядешь. Прецеденты есть, хватает. А тут, понятно, что на этих персонажей не распространяется. Возвращаясь к Зеленскому. Но политтехнологически, смотрите, у меня такое ощущение, все-таки вот Зе собирает друзей, не только замазывает. Понятно, что Стерненко очень специфический персонаж, там замазывать нечего. Вот. А вот попытаться выстроить такой пасьянс, с кем можно было бы сгруппироваться в следующем составе Верховной Рады, учитывая все-таки то, что баланс снова сместится в сторону Верховной Рады. Те, пожалуйста, там некоторые говорят, что Притул мэра Киева. Да не проходит он. Как его не пихай, он мэра Киева не проходит. А вот заместить голос, обанкротившийся, собственно, тут, почему бы не выступить с партийным проектом партии там, волонтеров там, с Притулой во главе. Стерненко, возможно, уйдет к Белецкому. Вот, глядишь, и у блока Зеленского наберется, как рассуждают, на новое большинство. Понятно, что никакого монобольшинства не будет. И, возможно, вот из Залужного сейчас как-то стараются
э, оттеснить на второй план. Ну, учитывая появление рейтингов, новых свежих рейтингов Буданова, говорит о том, что ну, явно ставка, скорее всего, будет делаться на экс-главу ГОРа, нежели на экс-главкома со стороны наших американских партнеров. Но британцы еще не сдались и не сдаются в плане интриг, хитрости. Ну, они могут дать фору и утереть нос американцам. Поэтому посмотрим. Но Зеленский явно уже строит какие-то политические планы на будущее. Ну, рассчитывает еще задержаться. Ну, знаете, есть, всегда говорю, есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И, как правило, сила обстоятельств оказывается куда сильнее логики намерений. Это в полной мере, я думаю, в этом году мы увидим в отношении Владимира Александровича Зеленского. Почему считается, что россиянам по итогам войны нужен только Донбасс? Я думаю, ну, не только Донбасс, но вопрос другой. Скорее всего, таки да. Речь идет, ну, как и ранее мы говорили, что минус Донбасс, который должны оставить украинские силы, и замораживание по существующей линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской области. Но это Скорее если мы берем вопрос территорий. да. Но погодите, когда у нас там выходит Зеленский и говорит, мы будем топить российские суда в Гренландии, позовите только нас, мы наши бэки. А люди, ну, адекватные, которые примерно понимают в геополитике хоть что-нибудь, они говорят, подождите, а зачем их топить? Вот понимаете, вот так, это вот на самом деле, это вот сыгранная какая-то вот пьеса была Зеленским, где он говорит, вот, вы даже не смогли найти денег дать на вот эти суды уголовные, эти трибуналы. Они, я как сейчас помню, это было несколько месяцев назад, они приезжали на кладбище во Львове, на кладбище. Урсула там, это Кая... Не, Урсулы не было. А была Кая Каллас, вот эти все европейские послы пришли и учредили там трибунал. Вот учредили и забыли. И вот сейчас Зеленский им вспоминает, тут же, в этот же день, Кая Каллас, 10 миллионов выделяем. Зеленский говорит, вы не... Вот Америка может как бы гасить, тормозить и, в общем, арестовывать, да, вот эти танкеры, а вы не можете. Тут сразу Макрон, прям сразу же, в этот же день, вчера же, Макрон выходит, да, вот мы. Сегодня там новый танкер какой-то под российским флагом задержали. То есть такое ощущение, что он им нарезал задачи, а те быстро-быстро начинали выполнять. Ну так не бывает, понимаете? Поэтому тут такой какой-то момент. Проблема вот этой наглой дипломатии, которую исповедовал в 22-23 году Владимир Зеленский. Ну, что, как и любое сильнодействующее средство, которое так разрушало каноны политеса, оно сначала действовало сверхэффективно и получало, да, все, что хотело, даже больше. А вот потом оно, ну, к нему, скажем, выработался определенный иммунитет. Сейчас оно вызывает такое, мягко говоря, глухое раздражение. Там, да, разговаривают про то, что вот и Орбан, что есть планы к 27 году принять Украину в ЕС, ну так и, знаете, ну это слухи слухами, а реально, ну, по-моему, в нынешнем виде потянет ли ЕС Украину с ее проблемами, это большой вопрос. Так там же схема. Ну, там же тоже очередная схема. Понимаете, я вообще вижу, что сейчас вот мир и мировая политика, она как бы разделилась. Да? Трамп говорит четко, ну, без схем. Отдавай Гренландию. Ну вот, четко. Дайте мне этот кусок льда. Хотя там сейчас тоже уже начинают пресса. Он уже начал немножко шуганув, ну, логика. Он чуть-чуть там подсдал назад. С тарифами. Нет, там сейчас, смотрите, там идет какая идет, а вот сейчас зданий, там о чем-то договариваться, какие-то зоны, тренировки, там как-то вот начинают это все, ну, в общем, мутить. Но Трамп очень, у него все просто, да, вот отдавай. У европейцев я вообще не удивлюсь, если нас на фоне вот этого похабного мира, который сейчас решается в Абу-Даби, нас возьмут в ЕС украинцев и скажут, да, вы члены. Ну, такие небольшие члены. Ну, как бы члены, но недочлены. Ну, вот то, чем подружка Кулебы предлагала греться украинцам, понимаете? Вот как-то вот так. Вроде как да, но вроде как нет. Ограниченное у вас членство, а потом, конечно, лет через 10 мы вот вам полноправное всыпем.
на птичьих правах, ну, знаете, это как на Востоке, говорят, сколько раз не произнеси халва, во рту от этого слаще не станет. Вот так и исчез. То есть, понятно, допустим, вступление Польши, самый конкретный пример, в Евросоюз, и Польшу дотягивали до уровня Евросоюза, ну, на минуточку, 120-130 миллиардов евро вложений в польскую инфраструктуру, и это, да, сегодня видно, особенно по польским дорогам, даже сельские дороги там поражают качеством дорожного покрытия, но Украине, боюсь, это не светит. Зачем? Вот главный вопрос. Зачем за это все должен платить Путин? Давайте со стороны России посмотрим на это все происходящее действо. Потому что, давайте так, я вижу, что уже отдельная, у нас политическая аналитика уровень бог, конечно, я понимаю, да, выходит Наталка Мосейчук и говорит, вот лидер мира, вот он, вот как выступил вчера. Хотя, конечно, это ужас, то, что если так раскладывать. И правда, сегодня поутру, сегодня утром, там, утренняя пресса, все говорят, ребята вообще не поняли, нормальные даже колумнисты, которые не за Россию, которые просто работают, у них работа такая, описывать политическую ситуацию в газетах. Ну, там, Нью-Йорк Таймс, еще там других. Они говорят, они не поняли, а что это он так прыгает на Европу? Ну, то есть, она же, она же у него одна. То есть, только за европейский счет. Не Виктор, а Вова сидит на европейских деньгах. То есть, и наш уровень политической аналитики, вот он такой. Но он уже прикрутили и придумали, что это типа репарации будут. Неправильно, как правильно, неправильно. Ну, там и Путин как бы, он же как говорит, пострадавшие регионы восстанавливайте за счет этих наших денег замороженных. В Совет мира миллиард, это пожалуйста. Остальное можем туда пустить на пострадавшие регионы. И тут же все как бы сразу начинают думать, ага, так это же Украина же пострадала, ну там, которая под Зеленским, под властью Киева официальной. Не только же та, которая не подконтрольная часть. То есть, получается, это и на Украину вот эти 300 миллиардов распространяются. Значит, это репарации. Но тут же возникает другой момент. Все уже давно об этом говорят. Даже люди в комментариях наших эфиров тоже пишут. Да елки-палки, как ни крути, все равно это будут за российские деньги все это дело как бы прилизывать и заканчивать войну. Хоть Россия победит, ну, ничего не договорится, там сколько возьмет, столько возьмет, все равно российский бюджет будет оплачивать там налаживание жизни на этих территориях. Хоть сейчас договорятся, все равно возьмут эти деньги замороженные и так далее. С другой стороны, Путину эти деньги не вернут. Вот, Нет, это и так было понятно, и я всегда говорю, возможно, не будет решения о конфискации, вспомните, в декабре я говорю, решения точно не будет, но и точно не вернут. да. Получается, Путин грамотно, ну вот если с его стороны, распределяет эти деньги, ну, которых нет. Возможно, да. И, Александр, возможно, и другое, то, что мы не видим, потому что осталось за кулисами. Видимо, дебет с кредитом свели, баланс, очевидно, перспективы договоренности сулят намного больше прибыли, возможности этих договоренностей, нежели вот текущие издержки. Мне очень интересно, как бы, что вы думаете, вот какие предпосылки, да, у нас, вот что показала встреча Виткофа с Путиным? 3,5 часа они говорили с Кушнером. Смотрите, абсолютно же тайна, покрытая мраком. Почему? Ну, очевидно, Витков и Кушнер делились проблемами, с которыми они столкнулись, но, как я понимаю, ничего сенсационного, никакого, скажем, кардинального, я бы сказал так, расхождения с теми договоренностями, которые были достигнуты на Аляске, мы не видим. Идет процесс. Но 3,5 часа – это тайминг, более-менее нормальный, тайминг нормальных переговоров, когда стороны обмениваются мнениями. И как мы видим, ну, на мое, как говорится, по моему разумению, как раз между Трампом и Путиным куда меньше, э, куда больше общего в позиции по войне и миру, нежели с украинской стороной. Что есть, то есть. Но Витков, во всяком случае, он очень искушенный переговорщик.
и как политтехнолог наблюдал, как он снимал проблемы с конкурирующими кандидатами от республиканской партии, с той же Ники Хейли, которая снялась с пробега. Ну, сумел убедить. То есть человек не бесталанный, безусловно. Учитывая то, что он, как и Трамп, вырос в вот этой дикой среде нью-йоркских застройщиков, ну, там умеют вести такого рода дела. Поэтому я думаю, что как раз очевидно вот те согласовывались проблемные моменты. И я думаю, что вот в эти рамки, как я говорил, Украину будут вталкивать в Абу-Даби. Хотим мы того или нет. Мгм. Значит, очень интересно, и это прям, ну, это прям очень интересно, я бы хотел отметить, появление на вот этих переговорах. Я, собственно, почему и спрашиваю, почему это вплетаю, да, в наш сегодняшний, ну, вот разговор об этих переговорах. Появляется вот этот вот мужчина. Значит, этот мужчина непростой, а, представляет Путину Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах. Его прям ведут в Кремль. Он знакомится с Путиным. Это старший советник в Совете мира новосозданном. Он руководит операционной деятельностью, дипломатическими вопросами занимается. Значит, интересно, что он, ну как, инвестициями всю Он жизнь занимался. считает. Он деньги считает. Что означает, внимание, это же не просто так. То есть Грюнбаум – это очень важная часть этих договоренностей, поэтому его и привели. Она абсолютно не политическая в классическом понимании этого слова. Это не Дмитриев, который тоже вроде как технократ, да, но его там сразу политикой как бы его окутали. Это вообще фигура, ну, другая. То есть, смотрите, это вот прям нам зацепка, о чем договариваются. Ну, по совместном гешефте. Очевидно, вот эти перспективы, радужные перспективы сотрудничества будет оформлять вот эта фигура Гринбаум, да. Фигура авторитетная в узких кругах и весьма, как говорится, доверенная персона у Дональда Фредовича. Значит, хорошо, тогда мы смотрим за ситуацией в Абу-Даби. Да? Два у нас момента сейчас. Да? Или будет долго, или будет быстро. Ну, долго имеется в виду одна сессия переговоров, вторая, никто ничего не захочет отдавать, или там никто ничего не будет решать, это все затянется, это все там растянется и так далее. В таком случае, что ждет Украину? Если растянется, Да, ну, если растянется, это продолжение войны, продолжение ударов по энергетике, ну, и катастрофическая ситуация в отдельных городах, не исключение. Там. Кстати, вот я всем привожу пример Харьков. Ну да, его 3 года готовили к такому повороту событий. Да, там позавчера 90% города было без электричества, но Харьков подготовился на порядок лучше. Не то, что Харьков, даже тот же Житомир диверсифицировали поставки тепловой энергии, там много небольших котельных. И в 3 года ну, были потрачены зря. И, по сути, вот, география Киева такова, что есть две ТЭЦ. ТЭЦ-5, которая на правом берегу в Выдубичах, самая большая в Украине теплоцентраль. Логика была вполне разумная в советское время. Централизация теплоснабжения. Поскольку ну, такие ТЭЦ дают более дешевое тепло. Вот ТЭЦ-6 на Троещине. Ну, никто в 70-е годы, 60-е, 70-е годы, когда их проектировали, не предполагал, что они будут бить высокоточным оружием. Ну, готовились только к фронтальному столкновению с НАТО. И, понятно, в условиях, если была Третья мировая война, там ТЭЦ это бы уже отошло на второй план. И, естественно, вот когда ТЭЦ оказались по сути выбиты, ну,
Киев оказался не готов к такому повороту событий. Где когенерация, о которой много говорили еще уже осенью 22 года, когда первые удары по энергетике пошли. Где газопоршневые станции? Завезли порядка 200 штук в Украину и дали толк менее половины. Вот даже в Обухове там мобильную котельную, оказывается, не согласовали бюрократические проволочки. Это, естественно, вопросы как к руководству страны, не только Кличко виноват, но то, что команда у него немножко рукожопая, это, по-моему, совершенно очевидно. Вот, и понятно, что в Киеве у каждой, киевляне действительно на собственной шкуре это ощущают. Когда, ладно, нет тепла, но слить нормально воду из систем, когда даже в некоторых вполне таких респектабельных жилищных комплексах замораживают трубы, и когда подают тепло, это все рвется, естественно, затапливает паркинги. И таких случаев, примеров хватает. Поэтому, судя по тому, что последние 2 дня ситуация радикально ухудшилась, объясняют это тем, что выведены в аварийный ремонт ряд энергоблоков. Поверим, хотя есть скептики, конспирологи, которые говорят о том, что это специально щелкают рубильником, чтобы были согласны на на любое, что подпишут, чтобы, как говорится, выморозить потенциальный протест. Логика в этом есть. Вы Люди так не сами. думаете? Я так не думаю. Я так не думаю. Все-таки, знаете, я придерживаюсь Пелевинского, что все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа. Вот в Киеве явная лажа. Подождите, смотрите. В Киеве, значит, даже скандал с этим футбольным тренером Михайличенко побил мужика, который трубы у него крутил в комплексе, да, потому что тепла нет. Значит, есть случаи, когда в Могилев-Подольском, там, в Винницкой области вообще побили этого горсвета, начальника. Люди выходят на протесты. Ким говорит, будет плохо с энергетикой. Мы там сейчас занимаемся, чтобы генератор подключить вышку связи вот этим проектом. И, короче, каждому селу, каждому там поселковому голове спустили, что он должен найти генератор, который будет подключать, чтобы сотовая связь была хоть какая-то. И он призывает всех не выходить на протесты, потому что протесты ни к чему не приведут. Но люди все равно протестуют. То есть мы видим накал вот этих страстей, он уже выплескивается. Понятно, что они не могут поехать в Израиль, все эти люди, и побить Миндичей, там, например, или поймать Грищук, там, потягать за косы, или еще что-то. Они не могут. Они вот до кого дотянутся, того и привяжут к столбу. Помните, как в начале войны привязывали к столбу? Да, на том и отвяжутся. Это, знаете, честно говоря, все-таки такой именитый футбольный тренер, но у него, понятно, футбол это не бокс, голову все-таки не отбивают, бьют по ногам, но такое ощущение, что и голову отбили. Не понимают того, что от мало что зависит. Так, я прошу прощения, у нас новости пришли. Опять-таки, новостей с переговоров нет по Украине. Нет. Но сказано, что кроме Виткофа Кушнера, значит, главком НАТО Гринкевич и Дрискал, который должен был Келлога заменить, понимаете? Я почему Келлога вспоминаю? Потому что тут сказал, что до осени война закончится. Нет, знаете, неделю назад вспоминали Равина, Шмулька Миневского, но мне кажется, у Шмулька Миневского сейчас более надежные инсайды все-таки, как бы, как Кушнер финансирует потихоньку Хаббат, поэтому я думаю, что может он и ошибся, но то, что у него более надежные источники, на мой взгляд, 100%. Келлог, дело в том, что он слишком явно выступает лоббистом Киева. И это не может нравиться ни Трампу, ни Венсу, ни Рубио в этой ситуации. То есть там перебор в случае с Келлогом. И нелицеприятно отзывались. Понятно, уже это уходящая, да, по сути, уже сошедшая с авансцены фигура. А вот что касается
того, что в ближайшие дни может произойти, ну, Келлог точно не знает. Келлог точно не знает. Это я ему гарантирую. Э, Я не уверен, что вот эти двухдневные переговоры увенчаются чем-то предметным, но это уже, как говорится, теплее. Теплее. Ну, сейчас все теплеет, знаете, Да. если так Ну и надеюсь, что у нас и погода не подведет. Все-таки ждем оттепели. с понедельника +2. Да, +2 все-таки станет чуть-чуть полегче. И световой день увеличивается. Ну, а это как-никак все-таки послабление, когда меньше электроэнергии тратится на освещение. Ну вот, так, на чем мы там остановились? На дедушке Келлоге. Ну да, о сроках, понимаете, о сроках окончания войны и вообще ситуации. Я все-таки думаю, что если весной, ну, есть вероятность того, что таки весна принесет прекращение войны, ну, март-апрель, я думаю, не случится это быстро. А вот если этого не случится, то, боюсь, этот год будет годом войны. Переговоры будут по-прежнему продолжаться, а война будет идти, люди будут гибнуть. И, судя по всему, вот что ждет Украину, это вот пока не решен территориальный вопрос, ну, ясно же, и Песков, и Путин говорили о том, что Россия не будет прекращать боевых действий. Это означает то, что продолжатся и удары по энергетике, добивая ее остатки. Ну, ведь нынешняя ситуация в Киеве – это результат трех концентрированных, точнее, массированных ударов с 27 декабря. Вот, и я думаю, четвертый удар может просто, ну, привести к катастрофическим последствиям. Учитывая то, что вчера летали российские беспилотники над Киевской областью и над Киевом, ну, это, как правило, такой верный признак. Летают беспилотники, разведчики, судя по всему, готовится удар Ну, баллистики. опять сейчас снова говорят, что этой ночью ожидается комбинированный массированный удар. Я напомню, что прошлой ночью истекли вот эти 2 дня, когда должен был лететь Орешник по Украине. Тоже готовили, всех готовили к Орешнику. Но на фоне переговоров вряд ли будут такие массированные удары. Тут, хотя поди знай, сегодня Трамп отреагировал непосредственно на страдания украинцев. Да, говорит, страдания, бедные украинцы, как они так... Никто не осудил, никто не сказал, что делать. Это, кстати, обратили внимание. Трампу все равно. Он расценивает это как элемент к принуждению к миру, получается. Ну, да, такой там. Обратите внимание, первый был 25-27 декабря, такая волна, потом 9 и 13. То есть такой тайминг от 4 до 10 дней. Поэтому где-то вот в этих рамках, я думаю, переговоры закончатся, но таки может прилететь. Но уже Совет и Кличко выступает с тем, что берите там теплые вещи, лекарства, там и по возможности выезжайте. Ну, это расписаться в неспособности. Уже там муниципальная варта ездит с мобильными зарядными станциями. Ну, мы пихали паровоз. Ну, все-таки я рассчитывал, что тут хотя бы будет какой-то минимум эффективности в работе Так а городской что власти. они дают? Вот эти, смотрите, отчитались, муниципальная охрана, стоят генераторы у них, значки. Это как? Это заманивают, да, чтобы повестку Ну, вручить или вот, скрутить и в бус засунуть? Что это за история? у меня знакомый ходил, проверял. Он, правда, уже тоже по возрасту. К нему не должно быть никаких вопросов со стороны ЦСКА. Заходил в 2 таких пункта незглавности. Нет, там ТЦКшников не было. Там все было ровно. Может, где-то возле и дежурят, но вот эта страшилка, что вас будут ждать там ТЦКшники и там под белорученьки бусы в учебку, нет, там этого не. Ну, во всяком случае, в 2 местах все было ровно. Мгм. Значит, тут интересный момент. Приходят новости. Мы в прямом эфире. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Активно оставляйте вопросы. Вопросов очень много. Будем к ним переходить достаточно скоро, потому что хотим успеть. Ну и тем более, пока есть заряд, как говорится, у Андрея Владимировича. Это тоже очень важно сделать. Приходят новости, ну как новости, да? Источники российской ТАСС
сообщают, что буферные зоны и механизмы контроля среди темы переговоров по Украине в Абу-Даби. То есть подтверждается непосредственно информация, то, что вы сказали выше, что там будут говорить, там будут говорить предметно. Такое ощущение, что вот этот карандашик и карта уже все прочерчено. Ну вот, Да, есть да. такое ощущение. Потому что буферная зона... Нас ставят перед фактом. То есть, хотите, не хотите, извините. То есть, если еще год назад, видимо, и с Европой, и с Соединенными Штатами, то теперь вопрос поставлен или, как говорится, нет уже никакого плана Зеленского, есть тот план, там, ну, как хотите его называть, и Трампа, или ну, то, о чем договорились. И вот, как говорится, план Зеленского, ну, такого не знаю. Значит, вышел Зеленский с обращением, говорит, сегодня много задач в дипломатии. Вот только что да, появилось его обращение. Каждый час мне докладывают украинские представители. Они сейчас находятся в Эмиратах. Там сегодня украинская, американская, российская делегация. Важная встреча. Давно не было таких встреч. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должны быть часть ответов от России. И главное, чтобы Россия была готова закончить войну, которую сама же начала. Украинские позиции четкие, рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи. Опять пишет, почему. Это текст читаю, это там 4 минуты, как обычно. Значит, Умеров, Буданов, Арахамия, Кислица. Завтра к переговорам присоединятся Гнатов и Скибицкий, представитель ГУР. То есть у нас еще и вот такая история. Присоединятся Гнатов и Скибицкий. Значит, сегодня еще пока рано говорить, выводы делать. Мы посмотрим, как пойдет разговор, пишет Зеленский. Ну или за Зеленского. Нужно, чтобы не только украинское желание было окончить войну, чтобы достичь полной безопасности, чтобы и в России, похоже, желание как-то все-таки родилось. Но смотрите, ничего плохо как бы не сказал про Россию, намекнул. Ну как, вчера был жестче по поводу того, кто хочет, кто не хочет. Сейчас... Знаете, вот, ну, мы же уже привыкли, потому что в понедельник я выбираю Украину, а не экономический форум. Среда. Я выбираю форум, а не Украину. Да, да. Как говорил Наполеон, которого когда-то играл Владимир Александрович, там Ржевский против Наполеона. Говорил, что от великого до смешного один шаг. Похоже, вот Владимир Александрович возвращается в своем амплуа, то есть, когда сегодня одно, завтра другое, ну и думаю, что у людей память как рыбки в губе. Ну, я бы очень хотел, чтобы в контексте переговорной там группы вы, собственно, прокомментировали вот эту фотографию, где склонившийся перед Трампом Буданов и веселый сзади Зеленский. Она очень и очень важная, именно политтехнологически, политически. Лично мне кажется, что тут зашиты очень интересные смыслы. Ну, во-первых, понятно, Буданова, еще раз, чтобы все понимали, да, чтобы все просто отдавали отчет. Есть фотограф, он снимает всегда на серии, снимает. Они выбирают из серии всегда так на таких важных встречах. Почему? да. Потому что кто-то может там, ну, правда, это сами себя сфотографируете, иногда удачный кадр, иногда черти шо. Ну, хорошая цифровая камера, как пулемет. Там. Да, то есть кто-то моргнет, кто-то там что-то где-то, ну, бывают такие снимки, иногда они попадают. Эта фотография со вчерашнего Давоса, вчерашних переговоров Трампа, она была сделана, как мне показалось, унизить Буданова. Ну как, унизить. Ну, смотрите, вот он кланяется в какой-то непонятной такой позе, он один в костюме, все остальные ржут, типа по приколу, да, вот такой какой-то момент. А на практике вышло, что чуть ли там незнакомец с преемником. Ну, да, такой омаж перед Сюзереном.
Как вы думаете, ну, это правильное, ну, предположение? Какое у вас? Зачем эту фотографию выбросили с тем расчетом, что Ну, смотрите? хотели ли минуснуть? Вот очень часто, когда хотят минуснуть, вот думают, что вот оно произведет именно такой эффект. А в реальности воспринимают немножко по-другому. Именно, э, увидят то, что Трамп рукополагает Буданова в преемнике. И да, именно это многие увидели. Тем более, что, знаете, как среди коллеги по цеху у Буданова работают все-таки чуть получше. Да, они там не очень удачно отбивались против вот этой, ну, волны минусовки, которая пошла там. Но в целом у Буданова не нулевые шансы. А, тем более, вот эта фотография, да, думаю, скажем так, в тех кругах, которые формируют мнение, а как известно, мнение 95% определяют 5% лидеров мнений на группах. Ну, именно вот для этих 5% это нормально. Там не будут обращать на позу, ну, там увидят Трамп, да, все, окей. Ну, Сигнал принят. еще один, как бы, прошу ваш комментарий на фоне вот Федорова, Стерненко, да, там вот этих всех нового советника, детище Федорова Дия. Сегодня новость пришла. Ну вот смотрите, ситуация же катастрофическая. Рабочие места тают. Люди, которые там кафе держат, рестораны, бьются просто в истерике. Ну, об этом даже не говорить. Люди, Там, которые держат магазины, тоже. Потому ну, что ну, я не люблю грубо выражаться, но там жопа. эти генераторы, которые там вроде как они, ну, есть, да, в сфере торговли, а где еще работать? Заводы, понятно, и какие заводы? Ну, там, например, да, какие-то еще вещи, то есть бизнес какой-то, логистика, все, конечно, идет в тартарары, потому что где есть генератор, и мешают бензин сейчас ослиной мочой направо и налево, и генераторы ложатся. Даже те, которые есть и когда-то купленные, дорогие, обслуженные, рабочие, все равно, ну, ужас, что происходит. На этом фоне, как бы, Дия сообщает и публикует нам тоже фотографию. Какой-то, значит, человек в какой-то кепочке, в какой-то спецовке непонятной, с каким-то огоньком с правой стороны, да, как вроде простреливают его, смотрит в телефон, и нам объявляют, что теперь через Дию и через центры административных услуг можно будет в Украине найти или искать работу. Фотография, конечно, простите, пожалуйста, И но, кого найти, там звук ушел. ну, смотрите, фотография, конечно, но это, конечно, ужас. Это, ну, как, ну, я не знаю, у меня, например, параллели из учебника истории про концлагерь, да, вот так изображали какого-то безликого рабочего, но Ну, типа Дия тебя найдет тебе работу, понимаете? И это на фоне, когда все говорят, что уже все понятно, без бангладешцев не обойдутся, даже когда война закончится. Что скажете по поводу этой цифровой центра занятости, цифрового формата? ну, это, знаете, пиар-туфта, то есть показать там очередное достижение. К реальной жизни, ну, банально, пойдите найдите сварщика, нормального сварщика. Пойдите найдите нормального автослесаря, наймите на работу. Это нереально. Еще до войны, вот у меня один из агробаронов жаловался о том, что механизаторы сбежали в Польшу, в Чехию. Все. А даже за хорошие деньги, ну, либо человек не обладает квалификацией, ему не доверишь дорогую западную технику, вот, либо проблемный. Реально рабочие руки есть, ну, либо квалификации нет, либо, скажем, другие какие-то проблемные моменты и конкретный профиль. Да, ну, я не думаю, что бангладешцы закроют нишу синих воротничков. Профессионалов, допустим, там по слесари, электрике, здесь все намного сложнее. Но то, что на рынке труда будет зияющая дыра, по-моему, совершенно очевидно. Как раз то, с чем столкнулась Польша. Но Польша благополучно компенсировала отъезд польских сантехников в Британию, в Нидерланды, в Германию украинскими.
Вот как раз украинцы закрыли вот эту нишу. Кто будет закрывать эту нишу у нас, ну, Аллах ведает. Ну, привезут бангладешцев, но их там где-то на сельхозработы, там, на, на сбор урожая, там, какой-то низкоквалифицированный труд. Обратите внимание, кто у нас работает сегодня курьерами. Граждане Узбекистана и Таджикистана. Да, их не мобилизуют. Да. Их Их не не... мобилизуют, да, ну, сплошь и рядом. Да, Таксисты появляются ну, явно выходцы из Центральной Азии. Вот так решается вот эта проблема рабочих рук. А где, ну, э, это пустое. да, друзья, значит, еще будет один вопрос, и готовьте свои вопросы уже в... Ну, во-первых, да, очередные новые трансформаторы горят в Киеве. Ну, Лесной массив, Оболонь, еще какой-то район Киева. Говорят, трансформаторы. Ну, вот а пытаются. это прямое следствие того, что напряжение прыгает там до 250. У меня вчера, допустим, 180. Ну, благо у меня в доме стабилизатор, ну, как говорится, беды не случилось. Но реально там хватает случаев, когда бытовая техника просто горит в этих условиях. И явно, ну, ток ну, ненормальный по качеству. И это третий день уже идет. Ну, это просто говорит о том, о проблеме, с которой столкнулись. И гибели вот этого инженера Бевза, который в Укрэнерго, Бехта. Бехта. Брехта, да. Ну, Сегодня похоронили. да, да, да. Весь трагизм ситуации. К сожалению, то, что ну, разбитые подстанции, оно не компенсируется. Это отразится, безусловно, на... Ага, э, вот, смотрите, то есть тут, ну, мы же не можем посмотреть в режиме онлайн. Зеленский же в своем обращении говорит, каждый энергетик получит доплату по 20 тысяч гривен за январь, февраль и март. Ну, те, кто восстанавливает энергетику. Вот так вот, понимаете? Потужно, да. потужно, что называется. Ну, это, Значит, это из серии, когда петух уже клюнул, но поздно. так меня так порадовало, это позавчера, говорит, Да. все, кто энергетики, все получат бронь. Здравствуйте, подождите. Так они априори должны быть все с бронью. Если вы знали, что будет тяжелая зима, что если вы провоцировали эти обстрелы, ну же как, вот мы там одну нефтебазу подбили, вот другую, и показывают видео и так далее. Вы же должны готовиться, что будут бить по энергетике. Вы должны собрать бригады, не только вот этих кривых, косых, убогих пихать в эту, а вот собрать нормальных энергетиков, которые разбираются, шарят, инженеров, забронировать их, чтобы никакая ТЦКшная свора их не упаковала, и как бы быть готовыми. Естественно, в комплексе. И не только там собрать людей, но и запастись, понимая, что ответка неизбежно будет, ну, по крайней мере, чтобы не было дефицита там запчастей для трансформаторов, для энергообъектов. Ну, говорят, там тоже ситуация уже близка к критической, поскольку все, что можно было, пустили в дело. Это ни одного дня дело, чтобы привести, что-то поставить. То есть вот так, как там по щелчку пальцев и по новой почте ты не получишь там, да, новый трансформатор. Это все требует времени. Но к этому, к сожалению, видимо, на что-то рассчитывали. Хотя, знаете, ну, помните, в октябре мы говорили о том, что зима может быть холодной, о том, что если начнутся удары, это при минус 10 последствия будут катастрофические. Увы, так и случилось. Значит, еще один вопрос от меня политический, и пойдем к вопросам зрителей. Значит, сегодня же новость состоялась. Смотрите. За Юлю внесли залог. Собрали такие 33 миллиона. Значит, вот это все сопровождалось очень интересным флешмобом. Значит, смотрите, организация одесская называется «Батьківщина молода». И вот сейчас вот короткий, давайте посмотрим фрагмент видео. Руки геть від Тимошенко. 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 Вот так вот. Руки геть від Тимошенко, каждый повторил. Ну, молодая там только в Одессе из организации последняя девчина. Все остальные, знаете, молоды душой.
Скажите, пожалуйста, залог внесли, это было понятно, но почему за Тимошенко внесли, хотя она не сидит, а просто с браслетом, а за Дубинского, Шуфрича тоже 33 миллиона не внесли? Ну, у каждого свои обстоятельства, тем более 650 тысяч евро залога, ну, для Юлии Владимировны это вполне подъемная сумма. Вот, видимо, к деду Лукьяну совсем не хочется даже там временно, на короткое время там до внесения. Так, прошу прощения, у меня, по-моему, Да, все-таки, да. Вот, все-таки это случилось. да. Ну, и, батареи не хватило на 140 ампер часов. Ну, я так понимаю, что все-таки предпочли не искушать судьбу, то есть с опережением, то есть пока там. Что касается батькивщины молодой, ну, как говорится, ну, может быть, стоило придумать что-то получше все-таки. Вряд ли комсомол батькивщины располагает такими финансовыми ресурсами. Понятно, откуда такого объема суммы могут взяться. Ну, только у бизнеса, и довольно крупного, свободные деньги. Хотя вот, кстати, вот те, кто вносил по делу Миндича залоги, там вроде бы Госфинмониторинг арестовал счета. То есть, поэтому это может потянуть за собой последствия. Ну, я там не вникал в нюансы, но Шуфрич, Дубинский, понятно. Дубинский, даже если продаст, тем более автопарк его арестован, вот, как он говорит, сумма неподъемная, он собирает там с миру по нитке, но вот у Шуфрича, ну, у него довольно состоятельный человек. Другое дело, кто-то из друзей захочет ли светиться с этими деньгами, вот тут возникает проблема. Поэтому внесение залога у нас, если бы это можно было, вот как в фильме «Во все тяжкие», там, принести сумку с деньгами поставил. А так теперь же Госфинмониторинг, тем более, если ты не в одной лодке с властью, если ты не соросенок, там, не под крышей посольства, у тебя могут быть проблемы. Да, друзья, давайте подведем итоги опроса и перейдем к вашим вопросам. Согласились ли бы вы обменять Донбасс на деньги и долгосрочные меры? 9% нет, это мина замедленного действия. 10% надо спросить у гренландцев. 24% всего-то, а зачем война 4 года? Что, за Донбасс? Ну и 56% да, сейчас это самое разумное. Да, вот это вот и самое разумное сейчас происходит в Абу-Даби. Люди чувствуют, что пора заканчивать, и оно все заканчивается. Просто я и ранее говорил, что Украина, ну, такая талантливая стратегия новоявленного Черчилля привела нас к такому печальному финалу, когда Украина будет поставлена перед дилеммой или поражения, или уничтожения. Вопросы. Режим Блиц, потому что понимаем, что может все как бы закончиться и оборваться, поэтому как бы, ну, в общем, оперативненько. Поехали. Значит, из клуба зрителей «Шелест» вопрос Андрею Золотареву. Ранее обсуждалось, что текущий курс Украины по пути анти-Россия губителен для страны. Любая попытка свернуть с этого пути наталкивается на ожесточенное сопротивление радикалов, поэтому появление новых лидеров исключено, им грозит физическая расправа. А может зайти от обратного? Пусть оппозиционеры предложат провести честный, мирный Майдан за Зеленского, дабы воочию увидеть поддержку народа, а не кучка радикала. Тогда согласится Зеленский на такую проверку, как вы думаете? Нет. И вот другое дело, у нас же по определению любой Майдан, не санкционированный посольствами наших партнеров, является по определению контрафактным. То есть это бунт. А бунт, как известно, обречен на неудачу. Успешный называется иначе. Майдан. Еще такой вопрос. План за 800 миллиардов по восстановлению Украины звучит как манна небесная. Представляется, как приходят большие игроки, запускают масштабные проекты, строят заводы, дома. Шаг за шагом страны собираются заново, и мы увидим Украину как типичный европейский город. А что будет на самом деле? Раньше деньги отмывали на закупках оружия, а теперь начнут делать то же самое на восстановление? Да, конечно, конечно. Именно так. Уже побежали за губозакаточными машинами. Наша ясновельможная шляхта теперь будут отличаться в восстановлении. Другое дело то, что их могут банально братануть и, как говорится, не подпустить к пирогу, тем более, что
формат ресурсной сделки с Трампом и первая ласточка, ну, вот, права на разработку месторождения лития в Кировоградской области с Рональдом Лаудером наглядно показывают, как пока инвестор не отобьет, 98% ему, 2% Украине. Шикарная такая. Ну, знаете, вспоминаются времена колониализма в Африке, ну, где-то вот такого же пошиба, я боюсь, и будет с 800 миллиардами. То есть, Да, значит, пропагандистов наподобие... Это сообщество YouTube. Пропагандистов наподобие Петрова, Александр Инкогнито пишет, Иванова и компании, было бы неплохо ознакомиться с судьбами коллег из Руанды и радио «Тысячи холмов». Как думаете? не, ну, есть более такой наглядный пример пропагандистов. Помните, был такой среди повешенных по приговору Нюрнбергского суда был главный редактор газеты «Штюрмер», штурмовик Трахер, господи. Поэтому, ну, с представителями радио «Тысячи холмов» обошлись более-менее цивилизованно. И тут вопрос же в другом. Я же помню Петрова, когда он был по домофорам Куликова и Сергейцева, то есть, который там все это ж, как он топил за Януковича, ну, было. Вот. Дело в другом. Дело в соблюдении элементарных правил приличия. Если ты плюешься дерьмом, ну, рано или поздно плюнут в тебя, но ты рискуешь в этом дерьме утонуть. То есть, все возвращается, как хорошее, так и плохое. То есть, и как ты судишь, так и по тебе судить. Вот и поэтому бумеранг э, подлетает. Я не скажу, что прилетел, но подлетает. Тем более, что то, что ему предъявляют, это же может закончиться ничем. Я не думаю, что там ну, и присутствует госизмена 111. Ну, по делам десятилетней давности, так и когда-то Петр Алексеевич в стихаре ходил, крестные ходы, и Аваков с Георгиевской ленточкой красовался. Ну, тогда это было в тренде, а сегодня это подсудно. Ну, поэтому вот вопрос же не в госизмене, а в том, что человек чудак на букву М в данном конкретном случае. Значит, если конечный план глобалистов был развалить Россию, а это, как видим, не получилось, а какой план «Б» у глобалистов и что будет дальше? Ну, план Б у глобалистов сейчас пересидеть Трампа, но в отношении, скажем, того, что они видят, да и в команде Трампа, то есть, ну, мы же обращали внимание на то обстоятельство, что есть те, кто считает, что нужно договариваться с Россией и против Китая, другие считают, что нужно договариваться с глобалистами против России и Китая, вот как тот же Рубио. Пока какой-то четкой стратегии. Ну, понятно, что и у европейских глобалистов отношение к России будет вполне определенное. Другое дело то, что в Соединенных Штатах не поменяется ли погода. Посмотрим, как пройдут выборы в Соединенных Штатах этой осенью. То есть, не окажется ли Трамп хромой уткой. Но пока вот Трамп, я сегодня в окружении тех, кто республиканцев, в окружении Трампа мы видим, ну, America First, такая группа, и МАГА традиционная. Ну, если America First это больше изоляционисты, то, скажем, МАГА, они явно не настроены поддерживать вот, антироссийский курс глобалистов. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока им задача номер один пересидеть Трампа. Им не до России. Угу. Наталья, здравствуйте. Сегодня встречаются месседжи о том, что именно сегодня война может закончиться. Андрей Владимирович, на ваш взгляд, у народа все дальше по расписанию? Дефолт, очередная холера, цифровизация или что-нибудь иное? Ну, цивилизационная воронка, она такая. То есть, то, что, извините, но сейчас, ну, такая деликатная подробность, ведь война, ну, потребность солдат, когда приходит, выходит с нуля, идет ну, на отдых, ну, естественно, ищет женской ласки. А тем более, что у нас побывали представители, скажем, легионеры из стран Латинской Америки.
Сегодня это вспышки таких уже абсолютно атипичных для Украины венерических заболеваний, от которых у врачей волосы дыбом встают. Откуда? Ну, приехал вот так. Война неизбежно, вот, начиная от венерических заболеваний, заканчивая психическими, она тянет за собой вот этот воз проблем. То есть и последствия, они иногда растягиваются на десятилетия. Демографическая яма, в том числе восстановление инфраструктуры, экономики. То есть разрушить это можно в течение секунд. Ракетный удар прилетел, все. А восстанавливаться оно будет годы. Я не думаю, что мы увидим такие темпы восстановления, как в Германии в конце 40-х, начале 50-х годов. Ну, может появиться кто-то адекватный, кто сумеет в стране все поставить с головы на ноги. Ну, пока, наблюдая вот этот паноптикум тех, кто стремится за гетьманской булавой, там я не вижу. Становится грустно. Становится грустно. Да, значит, вот такой еще вопрос. Андрей Владимирович, Трамп вспомнил о 5-й статье НАТО и решил пригласить членов исполнить свой долг и встать на защиту границы США-Мексика. Удивит ли вас прорыв или порыв Зеленского послать полк ВСУ на этот призыв и поднимет ли ваше удивление согласие Трампа принять предложение Зеленского? Я ничему не удивлюсь в этом плане. Понятно, что Зеленский сослался на то, что все у нас людей не хватает на фронте, поэтому в Гренландию не можем отправить. Но вот Трампу, мне кажется, если бы Трамп захотел, отказать было бы трудно. Полк не полк, но Украина не член НАТО, и, судя по всему, когда к НАТО Украина подберется к НАТО, НАТО уже не будет. То есть, и тем более, судя по всему, эти договоренности они поставят крест. Интересно будет наблюдать, как будут выпиливать из Конституции то, что при Петре Алексеевиче забили. Ничему удивляться не стоит. Так, следующий вопрос. Значит, Андрей, объясните, зачем Украине 300-600 тысяч ВСУ? Если партнеры рядом, гарантии США и ЕС будут, защитить при необходимости и небо смогут. В чем необходимость и для кого? Спасибо, всем добра. Видимо, это продается европейцам как такой щит Европы, потому что украинцы, учитывая довольно смешные размеры европейских армий, понятно другое. Никто, я не вижу желающих, кто бы там, может быть, этот год, может быть, еще один, все, но скидываться по 50 миллиардов на содержание таких вооруженных сил европейцы точно не будут. Этим деньгам неоткуда взяться. А даже 200-тысячные вооруженные силы, у Украины, посмотрите, доходную часть бюджета таких денег. Это есть думкою богатеев. Значит, многих переполошили эти российские активы, да, давайте сразу объединю в один вопрос два. Значит, добрый вечер. В недавней истории обещали десятки миллиардов долларов на восстановление и процветание разным странам, но на деле реально выделялась лишь часть суммы или постоянно придумывались новые условия. Например, Афганистан после 2001-го, Ирак после 2003-го, Греция после 2010-го, Африка в последние десятилетия. Уверен, на 100% Украина не будет исключением. Эта морковка для Острика в виде 800 миллиардов больше рассчитана на кого? На Россию, как давление и сигнал, что Запад готов раздавать большие деньги, или на украинское население, чтобы успокоить, показать свет в конце тоннеля и дать Зеленскому пространство для маневра, пока реальные деньги будут далеко от обещанных. Какое ваше мнение? Нарисовать, прежде всего, нарисовать картину светлого будущего для украинцев. Иначе все выглядит совсем беспросветно и грустно. То есть, помните, как Остап Бендер на шахматах косяки очередные. И, собственно, и показать России, что Соединенные Штаты Украину не бросают. 800 миллионов. Те, кто хорошо знаком с историей, я приводил много примеров. Самые свежие курды в Сирии. Пока они были нужны, пока воевали с ИГИЛ, получали помощь, оружие, давались обещания. Как только ситуация поменялась, их кинули, слили.
Мгм. Поэтому кидают не только в бизнесе, кидают и в большой политике. Вот. И Украина этим исключением точно не. Так, давайте с чатом еще пообщаемся немножко, тоже в режиме Блиц. Спасибо, друзья, что пишете. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Лайк помогает, да, помогает нам вот даже в таких условиях, как вот Андрей Владимирович сейчас, все равно, в общем-то, быть ранжированными, да, что ли, на просторах YouTube. Подпишитесь на Золотарева тоже. Да, тем более, это же не донаты, как некоторые наши волонтеры. Ничего не стоит. Поэтому... Нет, ну, как бы, смотрите, это дело такое, да, подпишитесь и поставьте лайк, это очень здорово. Поехали. Значит, чат-трансляции, все вживую. Почему такая агрессивная речь Зеленского вызвала такие длинные аплодисменты? Как вы объясняете? Вот. Ну, я не видел лиц сидящих в зале, не видел первого ряда, но Зеленский, кстати, вот как в свое время Горбачев, длительное время вот среди околополитической тусовки был довольно популярной фигурой. И до сих пор это такой является. Ну, как-никак образ, там, лидер страны, сопротивляющийся Мордору и так далее. То есть в Европе это воспринимается. То есть если брать на уровне не только политических топов, но и околополитической тусовки, да, популярность есть. Ну, то есть им все равно, они выйдут, он там Да, придет, задницу да, покажет на да, сцене, и все будут длинно и долго да, хлопать. да, да. Остаточная популярность у Зеленского там достаточно высокая. Поэтому аплодисментам не удивляюсь. Несмотря на то, что курили они содержание этой речи, я думаю, что, как это очень часто бывает, там половина оно прошло. Потом, когда уже читается, оно, да, выглядит волосы дыбом, ну, как так? Разве можно так после всего этого? Оказывается, можно. Ну, теперь, коалиция желающих, можно сказать, почила Бозе. Вот ее хоронят там в Абу-Даби. Это, кстати, тоже хорошая мысль такая важная. Да, закапывают в песках Да. под Дубаем где-то там, значит, под небоскребом в паркинге. Значит, следующий вопрос. Какая вероятность, Александр спрашивает, что война продлится весь 26-й год? Ну, не нулевая, но я бы дал процентов 30. Процентов 30. Процентов 30 на то, что она закончится весной, и все-таки более там остальное, там 50% то, что она где-то в середине года. Ну, больше, ну, э, финансовая составляющая. Кто будет платить? На чьи кровные будем? Мгм. Ведь проблема Украины-то заключается в том, что как бы там, как не относиться к России, но они воюют на свои. И золотовалютные резервы более 700 миллиардов, плюс это даже вот пресловутые вот эти арестованные российские активы, только на счет колебаний роста цен на золото, это практически компенсировано там. Ну, все Вот. эти проценты, да, издержки. Да. А Украина воюет, ну, заложив в будущее. Не то, что даже детей. Про детей даже не говорю. Наших внуков и правнуков. Спросите, пожалуйста, Татьяна пишет у Золотарева, почему он не уезжает из Украины? Знаете, ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Ну, это касается и тех, кто уехал в Россию и в Европу. Ну, там мы чужие. В любом случае. По этому же поводу вопрос. Как вы думаете, после окончания войны, как быстро откроют границы? Не быстро. Не надейтесь. Судя по всему, наши европейские партнеры попросят повременить с этим, чтобы не снесли шлагбаумы на границе. И, судя по всему, полгода-год процесс может растянуться. На следующий день после подписания документов о прекращении войны границы точно не откроют. Военное А, положение сохранится еще какое-то время. Вячеслав спрашивает, здравствуйте, какие тарифы на энергетику ждет Украину в ближайшее время? Что? Повторите вопрос. Связь. Какие тарифы на энергетику ждут Вот, ну, Украину в ближайшее время? готовьтесь к 10 гривнам за киловатт-час. Вот уже появляется такой Харченко, ну, я так понимаю, близкий к грантоедскому кооперативу эксперт, и начинает прогревать тему. Что, ну,
проблемы надо, ну, пока это коснулось бизнеса. И бизнеса действительно волосы дыбом, потому что, ну, в этих условиях это добивает окончательно. Бизнес платит больше. Населению это субсидируется. Ну, пока, я думаю, до выборов могут еще потянуть. Ну, а дальше, я думаю, и тепло, и газ, и электричество прыгнут. Ну, как мы видим, гривна потихонечку сдувается. Это прогнозировалось. Ну, не случился квантовый прыжок. Он, может быть, случится потом. Но гривня сдувается, и, соответственно, подрастут и тарифы. Я думаю, в этом году получим где-то 6-7, но будем двигаться к 10 гривнам за киловатт-час электроэнергии. Кстати, в Венгрии, которая не имеет таких мощностей атомных электростанций, не имеет гидроэлектростанций такого масштаба, как у нас. Тем не менее, там стоимость киловатт-часа электроэнергии в переводе, ну, в валютном эквиваленте такая же, как в Украине. И то есть рассказы о том, что вот вся Европа, ну, там другой уровень доходов. А так у нас тарифы европейские, а доходы африканские. Вот такая реальность. И она ждет нас впереди. И она нас догонит, к сожалению. Но надо смотреть правде в глаза. Юрий, Зеленский умный, националистов бьют на фронте, а хорошие люди по тюрьмам сидят. Нет, ну, дело в том, что среди националистов много таких буйных персонажей. Помните, был такой Сашко Билый. Вот с атаманщиной любая власть не может сосуществовать. И, как правило, судьба таких харизматичных фигур, она печальна. Как Сашко Белый или Мозговой, ну, как-то у всех финал один. Скажите, пожалуйста, ну в продолжении темы Лина Востроилова, если долго смотреть на Луну, можно стать идиотом. Может, хватит националистических идей, приведших к сепаратизму и стремящихся к хрестоматийному нацизму, и перейти к общечеловеческим, гуманитарным? Ну, почитайте выступление Маска на Давосском форуме. Это Да, потрясающе. Он запускает в этом году да, уже гуманоидов. да. Продавать будет. Прогнозирует, Роботов. что искусственный интеллект произойдет, интеллект даже самого умного человека, но у нас по-прежнему с дидухом и с вертепами, ну, цивилизационная воронка, она такая, увы. Согласен, но как раз националисты – это очень удобная ширма. Вот пока они там бьют в барабаны с факелами, там громкие лозунги, речевки, ушлые ребята лазят у вас по карману. Пока они устраивают фаер-шоу, другие чистят вам карманы. То есть, кто-то же должен. Обратите внимание, как у нас за эти годы вышиванка стала бронежилетом для коррупционеров. То есть, ну, я же патриот и так далее. Куда ни плюнь, вот смотрю, там очередного, которого вытащили, смотрю, там местную прессу, да, клейма не ставит. Ну, вот так. Поэтому Мгм. пока перемен к лучшему, к сожалению, в этом плане не предвидится. Очень интересный вопрос. Если вот так вот посмотреть, как вот Руслан говорит, очень интересно подумать. Опять-таки, гипотетически. Смотрите, вопрос звучит. Чего ждет Путин? Ведь явно есть какая-то стратегия. Неужели Путин не может забрать юго-восток Украины? В чем тогда стратегия? Вот. Ну, смотрите, ну, во-первых, никто в Москве не рассчитывал, то, что война затянется на 4 года. Вот. Явно это планировалось как военно-полицейская операция. Ну, так не случилось. Очевидно, ну, в войну легко ввязаться, но выйти из нее гораздо тяжелее. Это понятно. Да, возможно, но реальные возможности мобилизации в России не, хотя там 20 миллионов мобилизационного резерва, но тем не менее мобилизации такой, чтобы под ружье поставили несколько миллионов, это могло бы окончательно, скажем так, перевесить чашу весов на сторону России, этого не случилось. Ну и иной формат боевых действий. Очевидно, у Путина есть те соображения, с которыми он с нами не спешит делиться. Ну, поверьте, очевидно, выгоды сделки с Трампом перевесили все издержки, которые от этого возникают. Ну, а Соловьеву, там, Симоньян, ну, поручат объяснить электорату о том, что это
настоящая победа. Ну, понятно, электорат считает, что настоящая победа это как в Берлине с водружением российского триколора там на Банковой или на Верховной Раде, но этого точно не случится. Ну, опять-таки, тут же, смотрите, как это все очень просто. Они же по одним лекалам действуют. Что Мосейчук, что Петров, что вот те товарищи. Они скажут, наш Одним из верховный главнокомандующий сказал, значит, он имеет и располагает всей полнотой информации, значит, он принимает решения. Только проблема в том, что при всех издержках никто не говорит, что в России жизнь хорошая, или там легкая, или прекрасная. Но легче и лучше, я имею в виду простых работяг, людей, чем вот сейчас в Украине. На чем базируется путинское большинство? Ну, что российский обыватель за последние, ну, после 2017 года никогда не жил так спокойно, безопасно и зажиточно, как последние 10 лет. Вот это и обеспечивает. То есть, тут, Мгм. увы, но надо смотреть на вещи реально. Многие, понятно, у многих ностальгия по 70-м, 80-м годам, там, при Брежневе, но э, это уже совершенно другое время, это скорее так ностальгия по тому, когда мы были молодыми. Ну, Вот такой вопрос, Андрей Владимирович. В сети часто вижу, сколько там той зимы. Главное, что мы вместе. Переживали и не такое, и так далее. Полный диссонанс отношения к ситуации простых людей и экспертов, и селебритис. От чего так получается? ну, смотрите, потому что некоторым селебритис и экспертам, ну, как говорится, в их обязанности, в их, как говорится, то, за что, как говорится, их финансируют, платят, входит как раз разжигание такого турбопатриотизма, истерии и формирование образа врага. У простых людей, ну, таких, обратите внимание, то, что хотя вот если посмотреть даже комментарии, вот знаете, с точки зрения контрпропаганды, если так вычленять ботов, ну, это было бы гораздо эффективнее читать вот эти комментарии, когда там просто откровенно ядом плюются. Ну, это же, скажем так, это есть определенный формат, определенный заказ на это. То есть, этим, если вот таких зажигают, то значит это кому-то нужно, значит за это платится. Ну, Мгм. даже на уровне простых людей вот этих проблем, как правило, намного легче люди находят вообще. Скажите, пожалуйста, согласится ли Россия на сохранение украинской армии? Ну, я так понимаю, в Будут том торговать. количестве, которое сейчас заявляется, да. Ну, возможны варианты, там, допустим, этот год там потихонечку там до 600 тысяч поэтапное сокращение, но я не думаю, что дойдет до 100 тысяч, как изначально хотелось. Но я думаю, и 600-800 тоже точно не будет. Ну, скорее по экономическим и финансовым показателям. Что, Так армия, явно подождите, такая... армия, если, допустим, перестать воевать, армия рассыпется на раз. Да, 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 да. Это уже Ну, будет не армия, ну, все прекрасно это понимают. постараются это сделать, демобилизацию сделать так, поэтапно, потихоньку. Ну, получится ли, это другой вопрос. Но если, как говорится, распрягают их мопсиконы, там на дембель домой, ну, там действительно все посыпется, я согласен. Значит, важный вопрос. Есть ли у Андрея котики? Есть. 4. Вот как, видите как, 4. Да. Значит, друзья, всем большое спасибо, что сегодня побывали с нами на прямом эфире. Очень благодарен, что следите за нашими пятничными, по пятницам, да, вечером с Андреем Владимировичем выходим в прямой эфир, обсуждаем все самое главное. Спасибо за то, что задаете вопросы и за вашу вовлеченность. Это самое главное, особенно в такие тяжелые времена. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, добра и света. Во всех смыслах слова, как сейчас показал и наш сегодняшний стрим. Увидимся.